Привет всем! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Люся Сергеевна, и на своем канале я буду вдохновлять вас готовить вкусно и с удовольствием. А сегодня еще расскажу вам один секретик, как заманить солнышко на вашу кухню. Поехали! Когда настолько любишь тыкву и просто не можешь остановиться, чтобы что-нибудь из нее не приготовить, тот я. Сегодня я буду вас вдохновлять приготовить рецепт тоже из тыквы. Сегодня будем готовить чизкейк с тыквенной начинкой. Это десерт для настоящих ценителей чизкейков и тыквы. Вот такое интересное сочетание тоже может быть. И даже если вы вдруг по какой-то случайности не очень любите тыкву, или вообще ее не любите, то в этом десерте тыква еле-еле уловима. Но зато благодаря тыкве этот чизкейк получается невероятно красивого, насыщенного желтого цвета. Как солнышко. Сливочный крем, шоколадная основа, немного тыквы. Это шикарнейший десерт на осень. Я надеюсь, я вас вдохновила. Вы готовы смотреть дальше? И поехали смотреть пошаговый рецепт. Для того, чтобы приготовить вкуснейший, нежнейший тыквенный чизкейк, вам понадобятся вот эти все ингредиенты, которые вы сейчас перед собой видите. Конечно же, тыква, 2 вида муки, пшеничная и миндальная, сахарная пудра, яйца, какао, сливки, холодная вода, сливочное масло, сливочный сыр и маскарпоне и сахарозаменитель. Все, сейчас показываю пошаговый рецепт. Готовим основу. Основа готовится очень просто. Вам необходимо соединить все ингредиенты. Единственный момент – масло и вода должны быть холодными. И для основы понадобятся только желтки. Соедините, пожалуйста, муку, какао и добавьте сахарную пудру. Все тщательно перемешайте, можно даже посолить. Масло холодное мы будем натирать на терочку. После все тщательно перетираем в крошку и в самом конце добавим желтки. Вот такое крутое плотное тесто у вас получится. Это круто, если у вас именно так получилось. Важно, это тесто должно быть холодным. Поэтому отправляем его в холодильник на полчасика. Либо в морозилку минут на 15 максимум. Готовим дальше нашу основу. И будем раскатывать тесто. Включите уже, пожалуйста, духовку на 180 градусов, пусть нагревается, пока мы раскатываем тесто и готовим его для выкладывания в форму. Раскатывайте оперативно, чтобы тесто не успело нагреться. И вот таким вот аккуратным образом соберите основу с поверхности. Основа готова. Теперь основу прокалываем вилкой и отправляем в духовку минут на 15-20. Я напомню, духовка у меня уже разогревается 15-20 минут максимум. Основу немного подпекла. Больше ничего не нужно с ней дальше делать. Пусть она слегка остывает. А мы сейчас с вами займемся тыквенной начинкой. У меня будет 2 вида сливочного сыра, собственно, сливочный сыр и сливочный сыр маскарпоне.
Хочу заметить, что в крупных супермаркетах всегда можно найти такой товар в соответствующем отделе. Ну и напомню, что здесь еще сахарозаменитель, тыквенное пюре. Кстати, пюре делаю всегда сама, просто испекаю тыкву и потом вилочкой все до состояния пюре измельчаю. Также здесь сливки, и я уже подготовила 2 яйца. Соедините в чаше 2 вида сливочного сыра. Потом добавьте сахарозаменитель и тщательно перебейте блендером. Вводим нашу шикарнейшую тыквенную смесь. И все, конечно же, после тщательно перебиваем блендером. Красотень! Вводим 2 яйца и сливки, и все снова тщательно смешиваем блендером. Смотрите, какая красота получилась. Я сейчас еще раз пройдусь по стенкам, чтобы все вымесить. И будем выливать в форму. Кстати, один важный момент. Этот чизкейк будем обязательно выпекать с водяной баней в духовке. Ставите на решетку форму с чизкейком, а в самом низу ставите противень с водой. Все. Вот, смотрите, видите? Здесь у меня внизу стоит противень с водой, ну а сверху у нас чизкейк. Все, оставляем его выпекаться на часик. Чизкейк как следует остыл и уже успел отстояться 3 часика в холодильнике. Можем вынимать из формы и будем снимать пробу. Да он просто красавчик! Наслаждайтесь, дегустируйте и приятного вам аппетита!